Владелец этого хоумстея иранец, который во время Ирано-Иракской войны уехал в Германию и прожил в Германии 36 лет. И вот 8 лет назад он сюда приехал, и вот с его родной деревни, вот это вот здесь она была, остались одни вот как вот здесь примерно, вот развалины. Вон развалины от домов, от таких вот. Вон развалины. И он решил восстановить свой родной дом и сделать из него гостиницу. Homestay. Год назад я выехал из салона на том самом гусе с доброй мордой, который ушел в историю. Приглашаю вас присоединиться к по-настоящему большому путешествию, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но жизнь внесла свои коррективы, и не раз. Я сам еще не знаю, куда приведет эта дорога. Нашел засранца. Гвоздик все-таки зашел. Зафиксим пока так. А там посмотрим, будем ли перманентно делать или так поездим. Ну все, уехали мы с гостиницы. Хорошая гостиница, мне понравилась. Отель, вот этот гестхаус, там обошелся в $30. Да. То есть $30 это $20 за двоих за комнату, то есть это соответственно $10 за человека. И $10 за ужин вчерашний, соответственно $5 с человека. Дядька, конечно, такой прикольный, интересный дядька, спокойный. Теперь мы держим путь в Исфахан. Шираз мы вчера проехали стороной. Чуть-чуть у нас получается задержка по времени. Вот мы, считай, целый день ушел у нас на ферри, ну, оформление после, как его, парома. Теперь еще я сегодня вычитал пересечение границы Иран-Турция. Тоже нужно рассчитывать часов на 5. Но это по факту день. И как такового времени не остается. Плюс еще 1,5, можно сказать, 2 дня мы провели в Шамсабаде, где мы ходили в каньон, а потом вчера гуляли. Поэтому есть мысль, что в этом направлении, когда мы едем из Дубая в направлении Запада, в направлении Европы, Иран, посмотреть с точки зрения, ну как сказать, природы, как люди живут.
А на обратном пути, может быть, уже больше сконцентрироваться на исторических моментах. Может, мы сейчас в сам Исфахан, в сам город заедем, получается, чтобы не где-то с палаточкой стоять, а прям в самом городе, в самом отеле где-нибудь поближе к центру. И так пешком прогуляться, посмотреть городок немножко в центре. Тут в зависимости, конечно, от того, во сколько мы приедем. То есть 300 километров, часа на 4 я бы рассчитывал. Сейчас 2, то есть мы в 6 будем. Если там музеи, то, скорее всего, уже все будет закрыто. Просто походить пешком. Пока так, по природе, по тому, как люди живут. И просто движемся в направлении границы с Турцией, совмещая приятное, или, как сказать, любопытное с полезным. Спустя 900 километров по иранским дорогам вроде какой-никакой опыт уже накопился. Можно поговорить о дорогах. Дороги удовлетворительные. Конечно, это не немецкий. Наверное, даже уже немецкие автобаны будет неправильно упоминать. Немецкие автобаны стали говном. Скажем так, конечно, это не дубайские автомагистрали, но ехать быстро можно, без проблем. Чуть-чуть неровные, иногда срезанный асфальт, который пошел волнами, становится там вот воблить немного мотоцикл. Но по большому счету вполне удовлетворительные дороги, такие автомагистрали. Люди, водители, ну по большому счету аккуратные. И, конечно, иногда бывает непонятно, что он задумал, чем хочет, но по большому счету на автомагистрали едут справа. Вот если кого-то обгоняешь, вот поставил я себе на круиз-контроле 120, и обгоняю какую-нибудь там колонну, которая идет 100. Соответственно, так средняя скорость получается. Сзади кто-то едет, по сравнению с тем же, опять же, Дубаем, когда индуссы начинают моргать, вот метро тебе пристроится, будет давить тебе, здесь такого нету. Вот он сзади за тобой, вполне комфортное расстояние. Я вот едет. Когда-то тогда перестроился уже на правую полосу, спокойно обошел дальше край. Также вот на автомагистраль часто видны камеры видеорегистрации. В принципе, я почему-то, вот у меня был такой perception, что здесь нифига не будет камер. Почему? Ну что, неправильно созданные впечатления. Просто так, то есть. Камеры есть, и даже есть камеры средней скорости. Why he stopped? How he understood that need to be stop? Все едут, и я еду. Непонятно как на этом перекресточке. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается.
Я сегодня спрашивал у хозяина отельчика, часто ли у вас тут дожди бывают? Не, говорит, не часто. А вот тебе и на. Дождик нас встречает. Маленький, правда, но все равно дождик. Какие у них тут светофоры интересные. Желтым туды-сюды моргает. А что оно все моргает, непонятно. Very green road through the city. Interesting. Ага, тоже как в Индии. Два ряда паркуются. То есть у нас две полосы для парковки отведены. Левая едет. Понятно. Тут у них мусорки ездят, понимаешь. Не получается обогнать эту вонючку. Very cozy road, yeah? The green one. Товарищи умудряются даже через такую сплошную, которая бугром вон сделана, ехать все равно по встречке. Иранские пробки. Два толстячка едут на бедненьком мопедике. Я вчера вот так яичницу в вчерашнем отеле ем. Этот хозяин говорит: неправильно, брат, ты ешь яичницу. Нужно вот так. Берешь яичницу, кладешь на хлебушек и вместе с хлебушком уже употребляешь. Здесь они очень много едят хлеба. Вот так вот правильно. Значит, сегодня мы из Исфахана направляемся вплоть до границы с Турцией. Сегодня мы, конечно, до границы не доедем, но вот в этом направлении будем держать курс. Быстрее надо ехать. В идеале, если мы сегодня доедем вот до сюда, до Хамедана, будет хорошо. Постараемся. До Хамедана там в районе 600 километров получается где-то. Плюс-минус. Смотря как роуд пойдет. Идем пешком немножко прогуляться по городу. Короткая такая обзорненькая экскурсия в центр. И помчим в направлении границы с Турцией. В городах они располагали управление, соответственно, власть, мечети, религии и торговцев в одном месте, как бы объединяя их в одно целое. Они находились рядом. И вот здесь на площади то же самое. Вот есть дворец местного, я так понимаю, шахы здесь был уже в то время, шахами их называли. Есть вот мечети и торговые ряды по всему периметру.
напоминает Египет. Когда мы тоже утром наблюдали, как верблюды, лошадки готовятся так душевно. А потом, как начался движ с этими лошадками и верблюдами. Тут, похоже, тоже движ в часы, когда турист проснется. Хочу попробовать залить октан-бустер. Как будет работать с ним. У нас тут есть один красный. Он так вроде работает, ничего сносно. Чтобы быстрее ехать и не насиловать, посмотрим. Изучал карту Ирана. И если сравнивать, допустим, с тем же Оманом, я уже молчу про Россию, который возле метро, то и можно проехать там полстраны. Просто вот такие маленькими дорожками. Здесь таких маленьких дорожек, чтобы прям можно было пересечь полстраны, что-то не наблюдается. То есть все такие дороги, которые отходят от автомагистрали, они в итоге становятся радиалками. Они там, едя этой дорогой, не получается там проехать большое количество расстояния, чтобы там переехать на другую автомагистраль или другую область. Весь день сегодня. То убегаем от тучки, то надеемся, что не догоним тучку. Сейчас вот опять на горизонте там что-то похоже хорошо так льет. Тут прям очень зелено стало. Я так понимаю, это зеленая пшеница растет здесь. Раньше проезжали пшеница там, где уже были поля желтые, а еще раньше даже полей не было. Тут только пустыня, степь с колючкой. А здесь прям зелено. Прям как средняя полоса России. Убрать вот эти горы и Воронеж. Чё? Температура упала до 20 градусов. Оказывается, альпийские луга, они не только в Альпах. Я немного слышал, в Альпах никогда не бывал. Но по сравнению с картинками я альпийские луга видел и в Кашмире, в Индии. И вот очень тебе чем вот не луга. Отличные луга. Тут прям дождик совсем недавно шел, сильно мокрая дорога. Да, мы, похоже, за тучкой едем. Теперь мы за ней едем. Где-то она прям перед нами выливается.
Все-таки я нашел такую дорожку местного значения. Долго искал, чтобы не трасса была. Нашел таки. Не длинная она будет, все равно сейчас на трассу выйдем. Километров 60, такая срезочка. Хорошая дорога, мне нравится. Тихая. И запах такой прям сейчас очень приятный, еще после дождя. И свежий. Чем-то даже с запахом немножко соломы, хотя солому я здесь не вижу. Вот. Наверное, это запах не соломы, а прибитой пыли, я бы сказал. Наверное, да, это он. Card, I don't have. Yeah, card, no card. Yeah. Ah, there. بنزین کجا میخوای بری؟ ما انگلیس 5 کیلومتر جلوتر میخوای بری جنوب؟ اوکی.
Спасибо. Спасибо. Айте. If you need anything in Iran, no problem. Kocayyan. Kaça buradan? Kocayyan. Kocayyan. Я вот не понял, работал ли микрофон или нет, расскажу. На той заправке, на первую, когда подъехали, там бензин нам не дали. Видимо, карточки нужны то ли. Я не знаю почему. Хотя он тоже мог заплатить. Вот. Он говорит, тот мужик на машине, я вас проведу на другую заправку, вот на эту. По дороге купил нам арбузяку. А когда подъехали заправляться на эту заправку, сзади подъехала машина, дядечка выбежал, говорит, я буду платить вообще, когда я деньги достал, говорит, я буду платить. Говорит, ты из России? Да. Спасибо, говорит, я буду платить. Дал какую-то карточку, говорит, у меня есть компания, если будут какие-то проблемы, Soda Flakes Supplier of Chemical. Говорит, звони, если будут случаться проблемы. Мы стояли на перекурчике. Подъехал вот этот товарищ, который едет, моргает аварийками. Ну, как всегда, что, откуда ты, куда, спросил. Потом говорит, поехали за мной, будешь моим гостем. Насколько я понял, там какой-то переводчик у него, он хреново переводит. Не знаю. Но мы ему сказали, что мы едем туда-то, туда-то, Хамедан, какой-то город у нас, по-моему. Вот я не понял, то ли он тоже туда едет, то ли нет. Ну, в общем, пока мы едем вместе. А как там получится, не знаю. Дали нам фруктов. Там, похоже, семья в машине. Мужик, 2 женщины и дети. 2 детей. Наши товарищи вроде бы остановились там возле бахчи какой-то. Арбузов полпути. Мы им помахали и поехали дальше. Это уже вечернеет, нам еще километров 90-100 нужно доехать до нашего города, который был план запланирован. Надеюсь, они на нас не обидятся.
улочка, рынок. Хотелось бы сказать, что это как Арбат, но нет, это все-таки ближе к рынку, чем к Арбату. Но улочка пешеходная. Bazen sayfa hoş gelmiyor.